машина в самый-самый последний момент просто-напросто тупо заглохла. Я не думаю, что здесь могут быть люди. И ничего. Ну это реально страшно. Откуда здесь она? Ёб твою мать, что это нахуй? То я окажусь здесь один, и помощи вообще ждать неоткуда. Как это выглядит шутка. Ребята, мы сейчас находимся в центральном округе. Откуда нахрен здесь Иволга? Ребята, всем привет, с вами снова я на связи. Ну что, сегодня, куда вы спросите, я сейчас еду. Опять вы скажете мне, какой-то лес, какие-то заросли, какая-то глушь, куда ты опять едешь? В общем, смотрите, друзья, сейчас приехал в одно место. Это, в двух словах, это обычная деревенская дорога, коих в России миллионы. Она не асфальтированная, просто вот такого плана. Смотрите, значит, в чем здесь прикол. Она соединяет один населенный пункт с другим. Как говорят местные, если ехать здесь ночью, то ты будешь ехать не положенные там 15 или сколько минут. Протяженность этой дороги составляет где-то, наверное, километров 6-7. Ты будешь ехать не 15 минут, а все 2 или 3 часа. Никто не знает, с чем это связано, но считает, что это проклятое место. Также здесь говорят, что ломаются машины, техника, переворачиваются тракторы. Кто-то видит здесь в лесу каких-то призраков, слышит какие-то голоса. В общем, по рассказам, место реально жуткое. Сейчас я приехал сюда днем, осмотрю здесь получше и собираюсь остаться здесь на ночь, чтобы самому на себе испытать, правдива ли эта легенда, в чем я очень сильно сомневаюсь, или нет. Ребята, походу, вот это и есть, наверное, вот эта дорога. Этот участок дороги расположен именно здесь. Значит, вот от того начала, как раз я только сюда заехал, и идет дальше. Дальше туда вглубь. Здесь повсюду практически идет лес. Можно сказать, что она расположена посередине леса. Здесь накатана колея. Вижу здесь шины. Куда же она дальше идет, а? Дальше вообще глубь леса. Просто тише. Вы знаете, я был в лесу. Последнее видео, которое вы посмотрели, где я потерял свой дрон, я вам хочу сказать, что кардинальное различие. Знаете в чем? Там постоянно пели птицы. Сейчас как раз весна. Это нормальное явление. Здесь же я иду, просто тишина. Просто гробовая тишина. Вы не представляете, какая. Смотрите. Я подумал, что это... А сдалека это кажется, как будто это лежит какой-то труп, знаете, завернутый в какой-то пакет или еще какой-то материал, какой-то мусор. А это обычный место. Охренеть. Людям, правда, нечего делать, раскидать мусор. То давайте пока сейчас спустимся туда подальше. Далека, знаете, даже днем это выглядит жутковато. Это что называется, проверил местность. Я ее только помыл. Ну ладно, это полбеды, хрен с ним, что помыл. Так, машина засела. Но я еще раз повторюсь, ребят, это не связано, наверное, никак с местом, а связано с моей разгильдяйством. Потому что я отвлекся на управление дроном. Так, ладно, сейчас наломаю каких-то веток. Ладно, ну по какое колесо мне тут сейчас запихнуть? Мне кажется, что люди неспроста называют это место действительно проклятым. Как только я это сказал, сразу какой-то подул ветер с той стороны. Ну что, ребята, вроде бы, слава богу, выехал кое-как с горем пополам.
удалось выехать. В общем, план какой? Я поднимусь обратно наверх, дождусь ночи, попробую здесь провести этот самый эксперимент, а именно проехать от начала той дороги до ее конца. Посмотрим, что здесь будет происходить в темное время суток. Я сейчас здесь нашел вот такой вот объездной путь. Видимо, по нему ездят местные жители. Дорога начинается сверху оттуда. И вот здесь вот получается развилка. Вот именно по этой вот тропе они едут дальше. Но опять же повторюсь, а ночью здесь никто не ездит, потому что это место считается проклятым. Ну что, ребята, давайте, в общем, дождемся темноты и посмотрим, что же здесь будет происходить ночью. Не переключайтесь, я думаю, что будет страшно. Так, ну что, ребята, в общем, дождался темноты. Сейчас полностью стемнело. Время на данный момент почти 22 часа, 10 часов вечера. Говорят, что здесь происходит все после полуночи. Давайте сейчас еще немножко посидим. Я проеду половину, даже больше на машине. Остановлюсь и дальше пойду пешком. Вот смотрите, дальше вот так вот продолжается дорога. Реально уже становится страшно. Значит, суть такого, когда я пойду пешком, то расстояние, которое я должен буду пройти, там должен закончиться лес. И как только он заканчивается, сразу начинается другое поселение. Так, ну что, ребят, время настало. Сейчас я на начале дороги. Время 12 часов ночи. Так, ладно, поехали. Блин, сказать честно, мне уже как-то не по себе. Лес всегда меня напрягал. Блин, сейчас включил дальний свет. Ну, знаете, вроде пока что вроде все нормально. Еду. В некоторых местах попадаются лужи, но это было еще днем. Только бы лишь бы, знаете что, не забуксовать. Здесь будет туда вообще трэш. Потом начинается самая чаще леса. Блин, даже мой дальний свет просто не добивает, что там дальше. Просто-напросто ни хрена не вижу вообще. Кстати, днем, когда я тут сидел, уже ждал, прошел такой, знаете, легкий дождь. Ну, где-то минут, может быть, 10, но все равно, тем не менее, роль свою может сыграть в размытии дороги. Так, ладно, тут что это такое было под машиной? Что это такое нахрен? Так, ладно, тут что это такое было под машиной? Если честно, даже не хочется выходить с машины. Что это мне? Ух ты, блядь! На небе светит луна. Ребят, но больше всего, знаете, что меня сейчас конкретно напугало? Это то, что вдалеке леса, в глубине леса, короче, я сейчас только что вышел с машины, потому что слышал отчетливо, как что-то, мне показалось, как будто что-то отвалилось от нее. Был какой-то удар по днищу. Я сейчас остановил за эту машину, чтобы посмотреть, и отчетливо было слышно, что там в лесу, блин, какое-то тявканье. Знаете, похоже, как будто это собака, но это реально страшно. Откуда здесь она? Так, сейчас, подождите. Где-то что-то здесь, где-то что-то отвалилось от машины. Может быть, мне так показалось, я не знаю. Слышите?
Собаки гавкают. Ну неужели, блин, из того соседней деревни, с этого поселения, которое должно находиться по другую часть дороги, доносится до сюда собачий лай. Многие мне говорят, что ты накручиваешь, ты придумываешь и просто, не знаю, потом притягиваешь за уши. Ребята, честно, вот просто сами попробуйте вот так вот съездите куда-нибудь в какое-то место, и вы поймете, о чем я говорю. Так, ну что, машина находится в метрах 30-40 отсюда. Где-то что-то вот в этом районе, такое ощущение, что отскочила. Так, ладно, там находится защитная заглушка под масляный фильтр двигателя. Может быть, она отвалилась. Ладно, ребята, давайте дальше продолжим нашу поездку. Так, ну что, ребята, значит, вот там вот сейчас начинается самый такой, наверное, страшный участок дороги, спуск, где в прошлый раз я забуксовал даже днем. Я буду надеяться, что сейчас я объеду ту яму, в которую я попал, и проеду дальше. Сейчас я где-то уже проехал, ну, не знаю, километра 1,5 точно. Знаете, вот так вот пугает больше всего неизвестность, которая ждет тебя там, в чаще леса. Так, ладно. Вроде бы пока что ничего сверхъестественного я не наблюдал. Твою мать. Ребят, то, чего больше всего опять я боялся. Блин, нахрен, я объехал ту лужу и въехал опять в какую-то другую. Но я же объехал там, блин, вон в том месте как раз я и забуксовал в прошлый момент. Днем. Охренеть, ну на ровном месте, а. В общем, ребята, смотрите, прикол, я хрен его знает. Короче, почти выехал с ямки, оставалось чуть, машина в самый последний момент просто-напросто тупо заглохла. Тупо заглохла ни с того ни с сего. Смотрите, момент. Ничего вообще не горит и ни хера не загорается. Реально у меня такой первый раз, чтобы просто-напросто вообще пропало питание машины. Нету зажигания, видимо, может что-то с аккумулятором. Неужели это правда с этой проклятой дорогой? Так. Что здесь нахрен? Так, ремень генератора. В любом случае бы аккумулятор крутил стартер. Так, ну здесь нормально. Я понял. Я понял все, ребят. Смотрите. Просто-напросто, блин, я сейчас все объясню. Соскочила клемма, она отошла. Только не подумайте, что я это сделал специально. Нет, потому что сбиваются полностью все настройки машины. А реально это хреново, когда вот так вот отрубается аккумулятор. А все дело в том, что сегодня днем я же забыл, я помогал своему соседу по дому просто прикуривать автомобиль. Мы снимали клемму, и я просто забыл ее закрепить назад. Сейчас, видимо, от толчков машины, когда я газовал, просто-напросто она отошла, и поэтому машина не заводилась. Слава богу. Сейчас осталось просто только ее закрепить. Знаете, просто настала гробовая тишина. Реально страшно осознавать, что
ты здесь вообще один. Один, и ты знаешь информацию, негативную информацию про это место, вы знаете, добавляет реально добавляет адреналина. Так, все вроде бы закрепил. Блин, вот это нахрен кто? Сова? Вон там сейчас. Сперва было, звук был оттуда, с какой-то с той стороны, затем вот оттуда. Вот слышите? Бля. Так, ладно, ребят. В общем, проехал львиную часть дороги на машине. Километра 3-4 точно проехал. Единственное, что произошло, это то, что я забуксовал. Ну ладно, это я не отношу к каким-то нюансам, связанным с этим местом. Был момент, когда просто-напросто у меня машина отказалась вообще работать. Даже не загоралось зажигание. Я понял, что что-то, скорее всего, с аккумулятором. Открыв капот, я посмотрел, что просто соскочила клемма. Знаете, то, что у меня соскочила клемма, я не думаю, что это связано как-то с тем, что это место якобы проклято. Скорее всего, это просто обычное совпадение обстоятельств, так что не думайте, что это какая-то постанова. Сейчас мне предстоит наиболее, наверное, страшный эпизод в этом видео, а именно пройти пешком середину этой дороги до ее конца. Значит, смотрите, здесь расстояние где-то километров 6 этой трассы, где-то километра 4, наверное, я проехал. Приблизительно мне осталось идти, судя по всему, 2 километра. Так, значит, дорога продолжается вот так вот дальше вглубь леса. Мне предстоит идти. Значит, средняя скорость человека примерно 5 км в час. Значит, по всем законам физики я должен преодолеть этот путь в 2-2,5 километра где-то максимум за полчаса. Как утверждается, что эта дорога проклята, и здесь ты будешь идти вместо положенных, грубо говоря, полчаса, 2, 3, 4 часа или даже вообще всю ночь. Давайте проверим, так ли это или нет. Так, ладно. Включаем вторую камеру. Записи пошли. Чуть поярче свет. И что же здесь так холодно, а? Реально холодно. Вот эта дорога. Ну, давайте отправимся дальше. Так. Знаете, когда сидишь в машине, то... Ух ты, бля. Ведь больше всего пугает то, что просто гробовая тишина. Я слышу, как сейчас лает собаки вот там вот вдалеке. И что там ползает? Тема леса уже достаточно давно отснято, просто гипер сколько отснято всяких материалов других блогеров, мной в том числе. Главный момент этого видео — это именно вот эта вот дорога. Я хочу сказать то, что когда ты едешь в машине, реально не так страшно, потому что, ну, страшно, конечно, но тем не менее ты находишься под защитой, ты сидишь в коробке, в случае чего ты можешь просто-напросто надавить на педаль газа и уехать с этого самого места. Вы знаете, здесь на машине вообще, если даже я сейчас попытаюсь здесь проехать, то с большей долей вероятности я здесь просто увязну. Так, ладно. Давайте засечем время. Сколько я прошел? Метров 200, наверное, да? 300, может быть. Засекаем время. Сейчас 0:51. Идем
Идем по проклятой дороге. Так вот, ребята, блин. Знаете, чем дальше идешь в чащу леса, чем, конечно... Ёп, что это нахуй? Что это за свист? Я не пойму, с какой стороны он исходит. По-моему, откуда-то оттуда, да? Ты что это, бля? Так, ладно. Спокойствие, только спокойствие. Скорее всего, это какая-то птица, да? То странно, тут появилась сеть. Так, ладно, сейчас. Какая птица издает свист? Согласно источнику птицы в природе, иволга. 2. Очень звучный свист, близко передаваемый буквами титю и твитю. Иволга. Ребята. Ладно. Свист издает, как сказал нам Google, птица, которую зовут иволга. Насколько я помню по урокам биологии в школе, благо у меня была отличная по этому предмету оценка. Короче, иволга — это достаточно экзотическое животное. Она водится где-то, по-моему, в основном в теплых странах, где-то в Средней Азии. Но никак нахрен она не может водиться в центральной России, где сейчас до сих пор стоит холода, можно сказать. Ребята, мы сейчас находимся в центральном округе. Откуда нахрен здесь иволга? И мертвые деревья. Они просто стоят вот так вот, бесшумно, еле-еле слегка покачиваясь. Ух ты, блядь, как это выглядит, шутка. Они мертвые, знаете, но такое ощущение, что одновременно и живые. Откуда здесь может быть птица по названием иволга? Что же здесь так холодно, а? Но нет, это больше всего меня настораживает то, что откуда нахрен там мог оставаться этот свист. Человеческий, вот, может быть, я не думаю, что здесь могут быть люди. Тут реально глушь. Просто, хотя, если тут в 3 километрах находится эта деревня, может быть, правда, здесь кто-то лазит в лесу. Так, ладно, ребята, вторая фаза проведения эксперимента. Иду уже где-то километров, ну, что это? Что-то светится там. Какой-то блик чего-то. Иду уже минут 20. По-прежнему продолжается дорога. Она идет все вглубь леса. Идет. Еще где-то идти, если минут 10, но я не знаю, сколько это осталось километров по подсчетам. Но где-то, наверное, с километр мне осталось идти, даже, наверное, меньше. Ну что, мне выхода нету, продолжу дальше идти. А знаете, что я заметил, ребят? Просто лютый холод почему-то. Нереально. И причем он как-то не постепенно, а как-то, можно сказать, резко наступил. И прям реально похолодало. Я сейчас иду, просто уже сводит ноги. Это не свойственно вообще для апреля. Может, эта аномалия связана, правда, с этим местом. Так, ну что, ребят, в общем, 30 минут я уже прошел, и лес все продолжает и продолжает дальше идти вглубь. Я хрен его знает. По всем подсчетам, выйти я уже должен. Должен был еще, наверное, где-то минут 5 назад в чаще леса, но
я до сих пор иду. Вы скажете, что это постанова, но я вам хочу сказать, что ни хрена это не постанова. Тут может быть какие ошибки. Я могу просто-напросто заблудиться здесь, потому что я впервые в жизни в этой местности. И просто я ошибся в просчетах. На самом деле не, грубо говоря, 2,5 километра, а километра 3 может быть идти. Я продолжу дальше идти вперед, посмотрю, за сколько я дойду до этой деревни. Знаете, где-то прям рядом собаки чуют пробежение человека за довольно далекое расстояние. Наверняка это по мою душу лает пес. А знаете что, ребят, сейчас, в общем, я принял такое решение. Сейчас выберу какое-нибудь здесь подходящее дерево. Попробую, знаете, как в фильмах, как в традиционных фильмах ужасов, а в частности фильм, кто-то если смотрел «Поворот не туда», когда они убегали от всяких монстров в лесу, и чтобы найти выход оттуда, один из героев фильма забрался, чтобы с макушки осмотреть окрестности и увидеть вдалеке какое-то поселение. Так, ладно, осталось только найти это самое дерево. Дорога продолжает дальше идти, и знаете, здесь видно, что свежие следы от шин. То есть дорога наезжена, значит, однозначно по ней проезжают автомашины. Ну где-то же они должны выезжать. А здесь повсюду мертвые деревья, и хрен знает, на какой мне можно будет залезть. Так, ну давайте вот на это, что ли. Так, конечно, это будет весьма проблематично сделать, но вспомним детство. Так, ладно, ну что, ребята, лишь бы только отсюда не грохнуться, а? Ребята, блин, короче, хрен узнает. Лезть еще хрен знает куда. Я не знаю, как я буду отсюда слезать. Ветки здесь просто уже прогнили. Они сухие настолько, что могут в любой момент просто-напросто обломиться. Забрался настолько, насколько смог. А дальше лезть опасно. Здесь ветки уже просто могут обломиться подо мной, и я полечу вниз и себе что-нибудь сломаю. Еще мне этого тут не хватало. Тем более, что я нахожусь здесь один, и помощи вообще ждать неоткуда. Только верхушки деревьев, и больше ни хрена, вообще ни хрена я не вижу. А дорога продолжается вон туда. Ребята, знаете, что еще больше всего напрягает? Это то, что сегодня вот так вот светит, блин, полная луна. Вот до этого у меня снималось выпуски, и ничего. Что это нахрен было сейчас только что? Кто здесь? Кто это нахрен? Какой-то зверь. Ребят, только что сейчас я хрен узнает, но кто-то резко рванул, когда я шел в бок, резко рванул, а вот там вот
в тех кустах. И ничего. Кто бы это мог быть? Блять, может это птица, правда, какая-то взлетела? Блядь, мне сейчас... у меня сейчас от страха просто ноги впали в ступор. Но это кто-то просто, очевидно, был из животных. Может быть, лиса. Ребята, весьма реально просто уже холодно. Блин, мне такое ощущение, что здесь, наверное, минус. Отрицательная температура. И просто замерзаешь. Я хрен узнает. Я иду на минут 45. Просто идет эта дорога. И когда она кончится, я не знаю. Может быть, правда это проклятое место. Но по всем законам физики она уже должна была закончиться, по моим подсчетам. А сейчас я до сих пор иду. Машина. Не понял. Ёп. Откуда здесь нахрен машина взялась? По этой дороге, которая ведет сюда, только что подъехала машина, она стала там, просто выключили свет, то есть заглушили ее. Время 2 час ночи. Зачем здесь нужно кому-то проезжать? Как мне теперь дойти до своей машины, а? В общем, я так скажу, что вероятнее всего здесь нет ничего мистического, это факт. Но это, наверное, можно объяснить тем, что там же, по идее, находится другое какое-то поселение. И, видимо, просто кто-то, наверное, из местных едет домой. Но вопрос в том, почему он там остановился. Может, он забуксовал там? Ребята, как вы считаете, стоит ли мне сейчас подойти туда, к этой машине, и узнать, кто там и что ему нужно? Может быть, ему нужна какая-то помощь? Вот сказать честно, блядь, у меня сейчас просто реально опустилась вот так вот планка. Даже если это кто-то из местных, проезжая мимо, он однозначно видел мою машину. Все что угодно можно ожидать. Короче, ребят, вроде бы он уехал, развернулся и поехал назад. Я не знаю, кто это был. Просто, наверное, кто-то из местных или, не знаю, может там... Я знаю, что там, вот, где второе поселение, там есть выезд на трассу. Вероятнее всего, просто кто-то, наверное, выезжал отсюда, хотел срезать путь, чтобы выехать на основную дорогу. Но почему он развернулся? Может, он там просто забуксовал? Фаза эксперимента номер, я не знаю какая, 6, 7. Я иду уже где-то, ну не знаю, часа полтора. Приблизительно. Что-то такое. Какая-то пометка на дереве. Просто уже охренеть, как промерз. Здесь реально страшно. Плюс добавок ко всему приезжают какие-то машины, какие-то животные здесь водятся в этом лесу. Ребята, ну что, слава богу, вроде бы нашел выход с этого леса, с этой дороги. Все, я уже отсюда вижу, как
Вот там вот горит какая-то вышка. Ну, видимо, там вот и приходит трасса основная. И горит свет в каком-то доме. Блин, отсюда хреново видно. Вот так или иначе. Свет от вышки. Короче, в общем, вместо положенных скольки 20-30 минут я прошел, наверное, около 2 часов. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Искатели могил. Всем пока, друзья. До новых встреч. И я поехал снимать для вас новый ужас.